Дамы и господа, добрый вечер и добро пожаловать. Большое спасибо за то, что вы пришли на публичную лекцию Геологического общества Лондона. Меня зовут Майк Янг, я бакалавр геофизики, и я член Совета Геологического общества Лондона. И я с удовольствием представляю сегодня доктора Мэтью Генге, который собирается поговорить с нами о космической геологии, метеоритах и космической пыли. И до сих пор в этой серии лекций мы слушали лекции по некоторым проблемам земной геологии, в которых геологи вносят особый вклад в атомную энергетику и утилизацию радиоактивных отходов, а также в рекультивацию загрязненных участков. Но геология связана не только с Землей и земными камнями. Сегодня вечером мы познакомимся с более экзотической геологией. И мы отправимся в космос на поиски других миров. Действительно, во Вселенной горные породы являются составляющими других планет, астероидов, комет, космической пыли. И изучение этих пород многое рассказывает нам о происхождении нашего собственного мира. Поэтому мне очень приятно приветствовать доктора Генге. Мэтью Генге – один из выдающихся планетологов и геологов. И он собирается обсудить геологию космического вещества. Или если по-другому, как геология проявляется в метеоритах и космической пыли, демонстрируя при этом основные принципы геологии, которые действуют далеко за пределами нашей планеты. Он работает старшим преподавателем Имперского колледжа в Королевской горной школе с 2002 года, а ранее работал в метеоритном отделе Музея естественной истории. И он также является экспертом в Национальном центре отслеживания околоземных объектов. И вы, вероятно, часто видели его на телевидении, как комментатора метеоритных новостей. Он также работал в комитете НАСА, посвященном сбору космической пыли, и принимал участие в программе НАСА Stardust для сбора образцов кометного вещества. И в знак признания некоторых этих работ Международным астрономическим союзом назван его именем астероид 6666 Мэтт Генге. И возможно, он расскажет нам кое-что об этом. Дамы и господа, пожалуйста, приветствуйте доктора Мэтью Генге. Прежде всего я должен заявить, что не являюсь владельцем астероида. И поэтому не несу ответственности за любой ущерб, который он может причинить. Сегодня я буду говорить о метеоритах и о космической пыли, то есть про камни из космоса. Мне только что сообщили, что это будет публичная лекция, так что заранее извиняюсь перед ветеранами геологии, которые читали мне подобный курс в университете. Несмотря на то, что эта лекция нацелена на более широкую публику, я коснусь и некоторых специфичных аспектов. Главное, что я хочу сегодня рассмотреть, это геология в общем смысле. Поэтому я буду говорить о горных породах из космоса. Однако возникает сразу вопрос: уместен ли термин геология и основные постулаты геологии к изучению метеоритов и космической пыли, изучению горных пород за пределами нашей планеты? Если вы посмотрите значение слова геология в словаре, то найдете определение, как геология – это изучение твердой оболочки Земли. Часто еще добавляют к этому изучение преобразования твердой земной поверхности процессами взаимодействия с гидросферой, атмосферой и биосферой. И, конечно, речь идет об истории Земли, а также о старых добрых ресурсах старушки Земли. И никакого упоминания о малых планетах, и, конечно, нет упоминания о космосе. Таким образом, возникает вопрос, а как вообще геология соотносится с камнями из космоса? Ведь они падают все время. И у нас есть напоминание об этом процессе. В прошлом году, например, в феврале, метеор влетел в атмосферу над крупным российским городом Челябинск и взорвался с энергией 500 килотонн. А я напомню, что бомба Хиросимы составляла 10 килотонн. Так что это ударное событие превысило ядерный взрыв на порядок по мощности. Ударная волна этого события разошлась по всему городу, разбив множество стеклянных окон, которые порезали около 1500 человек, но, к счастью, без фатальных жертв. И в результате этого события выпало 654 килограмма метеоритного вещества. Вот кусочек челябинского метеорита. И вы можете видеть его очень тонкую блестящую корку, типичную для метеоритов. Это кора плавления. Она формируется в результате интенсивного нагрева, когда метеорит пролетает через атмосферу. Заметьте, что кора плавления очень тонкая. Ее толщина меньше миллиметра. Она тонкая, потому что образующийся расплав сразу же сдувается с поверхности при проходе через атмосферу. И это, конечно, не первый случай падения метеорита. Они падали в течение всей истории Земли. И даже древние знали, что с неба иногда падают камни. Это храм Аполлона в Дельфи. И он использовался для поклонения камню Афродиты, который, по их мнению, был брошен с Луны богами. Так что это был метеорит. Это горная порода, которая упала с неба. И кто-то увидел это падение. И древние, очевидно, придавали этому особое религиозное значение. Однако не все даже в то время связывали такие события с религией. Например, Аристотель выдвинул теорию об образовании метеоритов. Он считал, что метеориты – это камни, которые падают с неба, и являются сгустками газов, источенные Землей. Газы конденсируются в небе в каменное состояние, а затем эти камни падают обратно. Причина, по которой Аристотель не верил, что они прилетают из космоса,
заключается в его теории о Вселенной, где Земля была в центре. Земля окружена вот такими совершенными небесными сферами, каждая из которых содержала небесное тело. Очевидно, что Луна была в первой из сфер, а затем следовали сферы с другими планетами, и в самой внешней небесной сфере находились звезды. И по Аристотелю просто не было места в этой идеальной вселенной для этих бестолковых кусков горной породы, которые время от времени врезались в Землю. И такая интерпретация преобладала в науке в течение нескольких веков. Метеориты действительно не считались горными породами, прилетевшими с неба. До тех пор, пока не родился этот парень, Эрнест Хладни. Он был немцем, работал в Лейпциге. И он сделал самое первое систематическое научное исследование метеоритов. Что он сделал? Он опрашивал людей, которые видели падение камней с неба. Он обнаружил систематическое сходство во всех этих показаниях. А поскольку сговора между этими людьми не было, это могло означать, что такие события должны были происходить. И он предположил, что камни должны были прилетать из космоса, из-за пределов нашего мира. И, конечно, он абсолютно прав. И поэтому он был высмеян остальной частью научного сообщества. Как мы знаем, так часто происходит. Но когда он опубликовал эту статью, в это время произошло событие, которое все изменило. В 1794 году в Италии в тосканской Сиене выпал каменный дождь. И посещение Тосканы с Сиеной, в частности, обязательно включалось в гранд-туры аристократии. Если вы были молодоженами в то время, то вам обязательно следовало бы отправились в гранд-тур по Италии. И поэтому английские лорды и дамы наблюдали камни, падающие с неба. А кто же может быть более достоверным источником, чем англичанин с титулом? И поэтому немедленно все признали, что да, такие события случаются, и им нужно дать объяснение. Затем произошло другое совпадение, довольно замечательное совпадение. Итальянский вулкан Везувий начал извергаться за 17 часов перед падением метеоритного дождя у Сиены. И вот этот парень, лорд Вильям Гамильтон, муж той самой леди Гамильтон, он был натуралистом. Он жил в Неаполе, и он наблюдал извержение, и он предположил, что упавшие метеориты были выброшены в небо Везувием. Ему показали подобранный кусочек сиенского метеорита, и он заявил, что он похож на те камни, которые он видел на Везувии. Действительно, как это похоже на речь моих студентов с первого курса. И потом метеорит оставили в его коллекции, каждый мог удостовериться, что камни, которые падают с неба, выбрасываются из вулканов. Но кое-что случилось в следующем 1795 году в британском Йоркшире. Еще один метеорит упал у фермы возле маленького городка Уолд-Коттедж. Кстати, метеориты называются по ближайшему городу, возле которого они падают. И ничего бы не случилось. Однако он упал недалеко от земли майора Эдварда Топхома. Он был известной фигурой в Лондоне, потому что он был владельцем и редактором крупной газеты, которая была известна как одна из самых скандальных газет в Лондоне. Потому что, в основном, в ней сообщалось о разводах и о частной жизни. Так что он был газетным магнатом и решил получить доход от Уолд-Коттеджа. Он приобрел этот метеорит и выставлял его на обозрение в кофейнях у площади Пикадилли в центре Лондона за соответствующую плату. И среди посетителей, которые платили за вход, Оказался сэр Джозеф Бэнкс, который в то время был президентом Королевского общества и натуралистом. и у него в коллекции уже были некоторые из метеориты из Сиены с прошлого года. И он сразу же распознал сходство между метеоритами Сиены и Уолд-Коттеджем. Он привлек этого парня, Эдварда Говарда, который был молодым химиком, и Луи Вуиттона, который был французским минералогом, для проведения анализа обоих метеоритов и земных пород, включая вулканические породы Везувия. И то, что Эдвард Говард обнаружил, а это был один из первых химических анализов горных пород, что все породы, которые, как утверждали люди, упали с неба, содержали большое количество никеля. Намного больше никеля, чем в земных породах. И стало ясно, что это вещество отличается от горных пород Земли. И поэтому они прилетели из космоса. И именно тогда была создана наука о метеоритах и планетном веществе. И это было самым значительным событием в этой области, до тех пор, пока в 1983 году не произошло наиболее важное событие, по крайней мере для геологии. В 1983 году для определенной группы метеоритов были проанализированы благородные газы. Они содержали стекло с пузыриками, содержащие благородные газы. И состав благородных газов точно соответствовал атмосфере Марса, измеренной викингами, космическими аппаратами. Это довольно молодые горные породы, с возрастом 160 миллионов лет. Что говорит нам, что они должны происходить из большого планетного тела. И таким образом мы узнали, откуда прилетели данные метеориты. У нас появились горные породы с Марса. И, наконец, у нас появилась возможность изучать геологическую историю другой планеты, изучив ее горные породы. И с этого времени геология перестала изучать только Землю. Она стала наукой о строении планет в общем. И поэтому метеориты,
очень полезны для изучения других планет. И поэтому мы хотим найти как можно больше метеоритов. И мы бы могли сидеть и ждать, когда они к нам прилетят. Ведь ежегодно несколько тысяч метеоритов падают по всему миру. Но большинство из них плохо засекаются, чтобы их можно было быстро найти на Земле. Поэтому если метеорит не приземлится прямо перед вами, найти его маловероятно. Вот пример. Около 70 метеоритов небольшого размера, начиная с размера с горошину, Должны ежегодно падать в Великобритании. Но за все время в Великобритании найдено только 18 метеоритов. И причина здесь проста. У нас очень зеленая страна, и крошечные маленькие камни с размером горошину падают куда-нибудь под кустарник. Но кто его сможет найти? Британия – очень влажная страна, а метеориты содержат металл. Они очень быстро разъедаются в ржавчину. Таким образом, метеорит может сохраняться не более 1000 лет. У нас такая страна, где и поверхность Земли быстро меняется. Вы посмотрите на археологические программы. Археологи говорят, что нужно прокопать не менее 2 метров, чтобы докопаться до слоя, относящемуся к римскому периоду. Поверхность обновляется очень быстро. Просто нет времени, чтобы накапливаться метеоритом. И поэтому мы должны отправляться в другие места, там, где очень мало воды. Потому что там земной срок жизни метеоритов намного дольше. Это места, где поверхность суши очень стабильная, и к таким местам относятся жаркие пустыни. Метеорит может пролежать около 40 тысяч лет в хорошей пустыне. Но самое лучшее место на Земле для сбора метеоритов – это самое суровое место на Земле. Это Антарктида. Практически вся вода в Антарктиде выморожена в лед, и, следовательно, нет воздействия жидкой воды на каменное вещество. И мы знаем, что некоторые метеориты в Антарктике пролежали на Земле в течение как минимум 2 миллионов лет. Метеориты могут пролежать на льду очень долго. Вот мое селфи в Антарктиде с сосульками на бороде. И это еще в 2003 году. Чтобы дать вам представление о том, сколько метеоритов мы можем найти в Антарктике. Мы собрали около 800 метеоритов за 2 месяца полевого сезона. Вот такое огромное количество метеоритов. И эта коллекция представляет случайную выборку горных пород, летающих в нашей Солнечной системе. Вы только представьте, сколько информации мы получили из этих 800 кусочков. Итак, мы узнали, что метеориты прилетают из космоса. И мы обнаружили, что некоторые из них прилетают с Марса. Но откуда же прилетают остальные? Долгое время считалось, что большинство метеоритов прилетают с Луны. Однако, все перечеркнули миссии Аполлон. Я специально выбрал эту картинку. Мне нравится она, потому что вы можете увидеть освещение сцены на заднем плане, где работают астронавты. Конечно, многие люди по-прежнему считают, что НАСА никогда, американцы никогда не были на Луне. Итак, давайте поставим себя на место НАСА, притворяясь, что мы прилетели на Луну. Нам все эти ученые говорили, что метеориты происходят с Луны, а нам надо привезти камни из своей фальшивой миссии на Луну. Следовательно, нам надо вернуть самый распространенный тип метеоритов. И когда привезли лунные образцы, они оказались совершенно не похожи на метеориты. На самом деле, они оказались очень похожи на обычные вулканические камни. Вот видите пузырчатую породу. Это базальт, да. У них состав немного странный, но он относительно схож с земными базальтами. И это было совсем неожиданно. Все это может указывать, что американцы действительно были на Луне, а также на то, что большая часть метеоритов прилетают вовсе не с Луны. И вот возможные источники вещества, откуда они могли прилететь. Они прилетают с астероидов. Единственная трудность в начале 70-х было понимание метеоритного транспорта с астероидов на Землю. Астероиды в основном расположены между орбитами Марса и Юпитера. Это по крайней мере 300 миллионов километров от Земли. Даже для геолога это звучит как долгий путь. И когда астрономы начали изучать распространенность астероидов, они заметили пики скопления астероидов. Вот здесь слева Марс. Юпитер где-то здесь справа. И обратите внимание на заметные пробелы в распределении орбит астероидов. Они известны как люки Кирквуда. Это определенные области в поясе астероидов, которые образовались из-за резонансного влияния Юпитера. В этих областях астероиды практически отсутствуют. Из этих промежутков астероиды выталкиваются из пояса астероидов, и их орбиты медленно меняются радиально по Солнечной системе, пока они не пересекают орбиты планет. И теперь у нас появился механизм транспорта метеоритов от астероидов до Земли. Наконец, стало понятно, что много метеоритов прибыло с астероидов. И из какого же они вещества? Является ли это вещество геологическим материалом? Можно ли применить геологические принципы к их минералогии? Вероятно, самыми странными метеоритами являются железные. Они состоят главным образом из железа. Я помню, когда мне было около 8 лет, я читал книгу о научных неразгаданных загадках. Отличная книжка, в ней обсуждались такие загадки, как гигантские кальмары. Но одна из загадок — это были железные метеориты. И в книге утверждалось, что железные метеориты имели эти действительно необычные свойства. Этот металл был тверже, чем любой другой известный металл. Они состояли из металла, который не мог быть сделан людьми. И там был какой-то вывод, что, возможно, это остатки космического корабля пришельцев. Все это, конечно, вздор. Эти метеориты на самом деле
просто сложены никелистым железом. Это довольно обычное вещество, но они содержат также некоторые интересные второстепенные фазы, такие как карбид железа, минерал кагенит, железный сульфид, троилит, не путать с пиритом и пиратином. И вот этот довольно странный фосфид железа, минерал шрайберзит. Так что все эти минералы действительно особые. Металлическое никелистое железо действительно очень редко встречается на Земле из-за кислородного окисления в нашей атмосфере. Однако и это случается. Но как насчет этой странной структуры? Эта структура называется Видманштетовой. Для нее характерно множество балок из низконикелистого металлического железа, известного как минерал камасит, А между балками высоко, никелистое металлическое железо или тонит. Эти балки растут по мере остывания металла, образуя твердую глыбу металла. В действительности в такой глыбе никель не уживается с железом, и металл делится на два разных минерала камасит и тонит. камаситовые балки начинают прорастать в охлаждающемся металле. И этот процесс называется твердым распадом. И мы видим точно такие же процессы в некоторых минералах на Земле. Вот, например, шлиф земной породы, обычного габра. И мы видим распад твердого пироксена. И эти тонкие полосы – это полосы твердого распада, эксолюции. Твердый пироксен распадается на два разных пироксена во время охлаждения. Так что процесс твердого распада распространен как на Земле, так и за пределами ее, откуда прилетают железные метеориты. Нет никакой разницы. И вот в чем была права книга. Мы действительно не можем получить такой металл с такой структурой. Но не потому, что у нас нет такой технологии, а просто у нас нет столько времени. Потому как скорость охлаждения, необходимая для получения балок такой ширины, составляет примерно полградуса за миллион лет. Поэтому это вещество исключительное по сверхмедленной скорости образования. Итак, все минералы в железных метеоритах, включая железо, мы можем найти на поверхности Земли, хоть они и очень редко встречаются. На самом деле металлическое никелистое железо является очень даже земным материалом, Потому как именно оно слагает внутреннее ядро нашей Земли. И именно с этим мы связываем то, что у вещества железных метеоритов были такие низкие скорости охлаждения. Считается, что они сформировались как вещество ядер, астероидов. А силикатная мантия, окружающая это ядро, изолирует его от быстрой потери тепла. Так что железное ядро может охлаждаться очень медленно. И на самом деле диаметр астероидов около 30 километров. Однако такой оболочки хватает, чтобы получить железо с такой структурой. Большая часть метеоритов являются каменными. Они сложены силикатными минералами и очень похожи непосредственно на большинство пород земной коры. Вот одна из групп этих каменных метеоритов – магматические породы. Они прошли кристаллизацию из магматического расплава, и мы называем их ахондритами, хотя я думаю, их можно назвать просто магматитами. Вот слева пример такого метеорита. Очевидно, что это магматическая порода. Здесь вы можете увидеть эти красивые большие пузырьки, созданные газом в магме. Весь материал раскристаллизован. Справа типичный шлиф, черные газовые пузырьки, и мы можем видеть красивые маленькие кристаллы пироксена. А за их границами полосчатый плагиоклаз. Так что получается пироксен плагиоклазовая горная порода. И если вы помните минералогию и петрологию, эти минералы слагают базальт. Да, это старый добрый платобазальт. Базальты являются одной из самых распространенных пород на поверхности Земли. Они слагают дно океанических бассейнов, океаническую кору, базальтовый слой платформ. Следовательно, базальты есть на астероидах. Базальты извергаются вулканами, а значит, на некоторых астероидах должны были быть вулканы. Так что основной процесс плавления мантии, генерация магмы, ее транспортировки на поверхность и ее извержения с образованием лавовых потоков является общим для геологии астероидов и геологии Земли. И, конечно же, мы также знаем, что у нас есть вулканы на других планетах. Самый известный из них – марсианский вулкан Олимп. Это самый большой вулкан в Солнечной системе. И все же он довольно обычный. Мы видим, что его склоны очень пологие. Это щитовой вулкан, схожий с вулканами на Гавайях. И большинство марсианских метеоритов – это фактически базальты. И именно базальтовые лавы, обладающие низкой вязкостью и высокой подвижностью, слагают щитовые вулканы. Однако существует большая разница по масштабам между Марсом и Землей. Земля гораздо больше по размеру, и у нее гораздо сложнее внутренняя структура конвекции мантии. На Земле существуют тектонические плиты, которые движутся относительно друг друга. Иногда они пододвигаются под друг друга. И это зоны субдукции. В этих зонах возникают вулканы, и в них образуются другие более кислые типы магматических пород. Так подавляющее большинство мировых гранитов расположены как раз в зонах субдукции. В то время как на Марсе нет тектоники плит. Да, там есть кора, но блоки коры не перемещаются относительно друг друга. А значит, нет субдукции. И, по-видимому, очень мало кислых пород, гранитов. И поскольку Марс намного меньше,
то обращение его мантийного вещества считается намного проще. На Марсе выделено только два больших плюма с противоположных сторон планеты. В вершине этих плюмов находятся две выпуклости – горная область Фарсида и гора Элизий. Вулкан Олимп как раз сидит на области Фарсида. У него есть постоянная подпитка магмой, и этим объясняется, почему он такой большой. Таким образом, мы видим, что на планетах работают универсальные общие процессы плавления, транспорта и извержения магмы и образования вулканов. Однако есть и различия, обусловленные размером тел, и связанные с этим тонкие различия в составе магматических пород. Итак, давайте посмотрим, вообще одинаковы ли общие принципы геологии между Землей и теми породами, которые образуются на других планетах. Это тот учебный материал, который большинство из нас учило в первый год в университетах. Рассмотрим принцип суперпозиции. Очень простое правило геологии, сформулированное Николаем Стена в 17 веке. Если у нас образуется слой за слоем, например, отложений песка и глин, то нижние слои древнее, чем верхние. И этот принцип используется для относительной датировки. То же самое относится и к другим планетам. И это действительно так. Вот перед вами фото не Земли, а марсианского ландшафта, снятого в кратере Гюйл возле горы Шарп с помощью марсохода Curiosity, который в настоящее время ездит по этому кратеру. Он пытается добраться до этих слоистых горных пород, чтобы выяснить их геологию. Закон суперпозиции применяется и для ударных кратеров. Для нас очевидно, что если мы собираемся сформировать ударный кратер, то изначально уже должна быть какая-то поверхность мишени, не так ли? Мы не можем сначала сформировать ударный кратер, а затем создать породу мишени. И это означает, что мы можем использовать распространенность ударных кратеров для датировки поверхности. Чем больше ударных кратеров на поверхности, тем более старая поверхность. То есть больше прошло времени для накопления ударных кратеров. И вот очень хорошее изображение лунной поверхности. У нас здесь, внизу края светлого материка, а сверху примыкает темное лунное море. Я надеюсь, вы заметили, что на светлом материке внизу очень много-много кратеров. На лунном материке на порядок больше кратеров, чем на поверхности лунного моря. Поэтому, используя принцип суперпозиции, мы можем предположить, что это означает, что светлый лунный материковый материал значительно старше лунного морского материала. И это подводит нас к следующему основному правилу геологии. Это принцип геологического униформизма, выдвинутого Чарльзом Лайелем. Чарльз Лайель популяризировал эту идею в своей книге «Основы геологии» в далеком 1830 году. И если вы учили геологию в университете, то помните, что принцип гласит: настоящее – это ключ к пониманию прошлого. Согласно нему мы можем понаблюдать за процессами, которые происходят сегодня, скажем, транспорт песка на пляже. И мы можем применить то, что мы узнали из наблюдений этого процесса, к тому, что происходило в прошлом при образовании соответствующих горных пород. Горные породы отражают геологические процессы, происходившие в прошлом. Они должны быть аналогичными современным геологическим процессам. Итак, что мы можем узнать, рассматривая это изображение? Можно попытаться оценить возраст поверхностей, исходя, что частота ударов и скорости ударников оставались примерно одинаковыми. Однако это не будет соответствовать действительности. Поскольку мы знаем из привезенных лунных образцов, что за прошедшее время было гораздо больше ударных событий. В частности, был всплеск в период от 3,8 до 4 миллиардов лет назад. Этот период называется периодом поздней тяжелой бомбардировки. Это когда и Земля, и Луна, и фактически все объекты Внутренней части Солнечной системы были буквально испещрены следами всплеска ударной бомбардировки. Как раз после этой глобальной катастрофы сформировались лунные базальтовые моря в период от 3 до 3,5 миллиардов лет назад. То есть сразу после тяжелой бомбардировки работает принцип униформизма, но с ограничениями. Этот принцип назвали довольно неудачно, потому как вещи не могут оставаться прежними. Да, мы можем использовать настоящее как ключ к пониманию прошлого, но в то же время мы должны помнить, что со временем все может измениться. Вот пример, как можно использовать униформизм для рассмотрения других планет. Вот замечательное фото, снятое марсоходом Curiosity в кратере Гейла. Все геологи из аудитории, вероятно, смотрят на центр фотографий. Мы видим красивые серые камни, это грубозернистый песчаник. Если мы приглядимся, то увидим знакомую по Земле диагональную косую слоистость, типичную для земных речных дельт и конусов выноса. Косая слоистость характеризуется криволинейными однонаправленными поверхностями наслоения. При движении среды переноса в одном направлении формируется однонаправленная косая слоистость. После смены направления движения среды меняется и направление слоистости. Косая слоистость означает осаждение в воде. Таким образом, наблюдая процессы на Земле сегодня и используя принцип униформизма, можно интерпретировать геологическое прошлое Марса. Следовательно, настоящее не просто ключ к прошлому, но и ключ к пониманию процессов, происходивших на других планетах. И снова мы должны помнить, что сила тяжести меньше на Марсе. Поэтому, производя оценку по косой слоистости и размерам потоков, мы должны быть очень осторожны.
Для наших выводов нужно просмотреть всю серию слоев, заполняющих долину. Здесь нет так называемых круговых отложений, так как, когда начинает течь вода, образуется грязевой поток, разрушающий все на своем пути. Вот можно увидеть переплетение, и мы много раз наблюдали речные системы на Марсе, которые были образованы несколько миллиардов лет назад в амазонский период. Униформизм, на самом деле, дает фантастический инструмент для интерпретации геологических процессов на других планетах. Другой принцип, выдвинутый Джеймсом Хаттоном, это правило включений. Мелкое включение в основной массе породы состоит из вещества более древнего по возрасту, чем основная масса. Это довольно очевидно. Вот действительно очень хороший пример этого правила. Эта кремовая горная порода, являющаяся базальтом, содержит ксенолиты, включение другой породы, захваченной базальтовой магмой. Очевидно, что включение должно быть старше, чем порода, которая его содержит. И эта порода нам рассказывает об истории магматической камеры. Вот красивая большая магматическая камера. В магматической камере образуются кристаллы более плотных минералов, Оливина и пироксена. И поскольку они плотные, эти кристаллические агрегаты начинают погружаться в расплаве на дно. Они грудами накапливаются на дне магматической камеры. В основании этой магматической камеры таким образом образуется новая магматическая горная порода. Затем поступает следующая порция магматического расплава. Расплав просачивается через эти кумулаты, разрывает их и транспортирует некоторые вырванные куски на поверхность, изливаясь там в виде лавовых потоков с этими включениями. Таким образом, это правило вполне применимо и к породам других планет. Хорошо работает. Да, но это марсианский метеорит. Совершенно удивительно, что один из марсианских метеоритов содержит ксенолиты магматической камеры. Это явные доказательства существования магматических камер на Марсе. И опять, применяя правила возраста включения и униформизма, можем сказать, что геологические процессы на других планетах идут точно так же, как и на Земле. До сих пор мы рассматривали только ту сторону космической геологии, которая сходна с геологией Земли. Но есть некоторые исключения, которые делают космическую геологию немного действительно странной. Так как большинство этих пород не являются магматическими горными породами. Они не кристаллизовались из магмы. Мы называем их примитивными метеоритами или хондритами. Для них типичны маленькие круглые объекты, хондры, которые действительно достигают нескольких миллиметров в диаметре. Что действительно замечательно в таких породах, так это их состав. Когда вы их анализируете, они имеют тот же состав, что и Солнце в целом, исключая водород и легкие газы. По тяжелым элементам они имеют тот же состав, что и Солнце, в пределах 3 порядков. Что интересно, если мы возьмем какой-нибудь земной камень, например, базальт, он будет разительно отличаться по составу от солнечного состава. Это происходит потому, что земное вещество неоднократно подвергалось плавлению и кристаллизации в течение миллиардов лет. А эти каменные метеориты никогда не подвергались такому изменению. Они представляют собой основной материал, слагающий Солнечную систему. Хотя именно из этого материала формировались планетные тела. Сам этот материал никогда не испытывал планетного геологического преобразования. Итак, если бы мы захотели создать новый закон геологии, взяв за основу правила Чарльза Лайеля, или адаптировав его, и представив его как свой собственный, то он звучал бы как закон хондритов. Породы с хондритовым составом никогда не могли быть сформированы на планетах с активной геологией. Скромно сошлемся на наш закон от 2014 года. Итак, какова была среда образования этих метеоритов? Она похожа на среду в Солнечной системе до образования планетных тел. Мы можем использовать униформизм и смотреть на настоящее, потому что у нас есть возможность увидеть звезды и планеты, формирующиеся прямо сейчас. Вот созвездие Ориона. Это лучшее место для поиска новорожденных звезд. Это эмиссионная туманность. Звезды рождаются в таких больших молекулярных облаках. Это огромные облака пыли. Здесь много горячих молодых звезд, свет которых отражается от окружающей пыли. Это хорошо видно, например, вот здесь, на окончании меча Ориона. Если мы увеличим масштаб в этой области, мы увидим действительно большие звезды. И, наконец, увеличивая, мы увидим крошечные новорожденные звезды примерно одинаковой массы. На снимках мы видим маленькие новорожденные звезды, окруженные темными дисками пыли и газа, которые поглощают весь окружающий свет. Эти диски формируются при образовании звезд. Таким образом, облака газа создают звездные диски вокруг новых звезд, схлопываясь под воздействием собственной гравитации. И поскольку эти газовые облака обычно слегка вращаются, по мере их скопления они начинают вращаться быстрее. И полученный угловой момент движения уплотняет газ и пыль, формируя диск. В этом диске частицы пыли сближаются и становятся настолько близко друг к другу, что начинают слипаться, формируя все больше и больше объектов, будущие кирпичики для создания планет.
По этой же причине все планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении в одной плоскости, потому что они образовались из единого газопылевого диска. Итак, вся Солнечная система 4,5 миллиарда лет назад выглядела именно так. Когда образовывались такие хондритовые породы, планет как таковых еще не было. Все эти хондритовые породы образовывались синхронно с астероидами в газопылевом диске, окружающем молодое Солнце. Поэтому мы должны учитывать этот немаловажный контекст при их исследовании. Так из чего же они состоят? Начнем с белых кальциево-алюминиевых включений. Вот на фото они представлены белыми зернами неправильной амебовидной формы. Они содержат соединения, богатые кальцием, алюминием и титаном. Это очень высокотемпературные тугоплавкие минералы. И как мы думаем, они сформировались в результате конденсации твердого каменного вещества из состояния газа и плазмы. Если вы нагреете каменное вещество до температуры 1900-2000 градусов Цельсия, то оно начнет испаряться, образуя своеобразный каменный газ. При охлаждении такого газа в первую очередь будут конденсироваться, десублимировать и кристаллизоваться вот эти минеральные фазы кальция, алюминия и титана. По сути, это своеобразный минеральный снег. Основная гипотеза происхождения такого кальциево-алюминиевого снега состоит в том, что он образуется в самой высокотемпературной области газопылевого диска, в его внутренней части, приближенной к молодому Солнцу, где действительно жарко, и все испаряется. А потом эти частицы каким-то образом разлетаются через всю Солнечную систему. Мы находим их в каменном веществе из метеоритов из пояса астероидов. И в зависимости от масштаба этого процесса рассеяния, вероятно, и будет определяться, какой конечный состав будут иметь формирующиеся в диске планеты. Поэтому это очень важно понимать. Другими видимыми объектами этого материала являются круглые хондры. Они выглядят вот такими красивыми округлыми каплями. Вот так хондры выглядят под микроскопом. Здесь кристаллы оливина, а между кристаллами оливина изотропное стекло. Так что это получается своеобразными каплями магматической породы. Однако, поскольку они представляют из себя капельки магмы в космосе, то нам нужен какой-то способ плавления этих небольших частиц пыли в космическом пространстве. И в действительности многие из хондр, как вы можете видеть, окружены многослойными каемками. То есть капли проходили многократные нагревания с плавлением по несколько раз. Я сам лично видел такую многослойную каемку, указывающую на то, что разогрев происходил не менее 5 раз. Поэтому хондры можно рассматривать как периодически перегретые крошечные частицы космической пыли. Одна из самых популярных моделей образования хондр на данный момент – это то, что они нагреваются при прохождении ударных волн в диске. Итак, у нас есть облако газа и пыли. И по нему проходит мощная ударная волна со скоростью в несколько километров в секунду. Внезапно исходная пылевая частица оказывается в струе газа, который движется очень быстро. В результате трения с окружающим газом и пылью происходит быстрый нагрев пылевой частицы. И в результате она расплавляется, образуя хондру. Таким образом, казалось бы, медленная ранее Солнечная система была довольно неспокойным местом. И мы до конца еще не понимаем, как такие процессы нагревания пылевых частиц могли изменить состав формирующихся планет. Заключительным элементом этих примитивных хондритовых метеоритов является матрица. Матрица – это супермикрозернистый материал, заполняющий пространство между хондрами. И это действительно особенный материал. Вот изображение матрицы сканирующим электронным микроскопом. Масштаб шкалы составляет 5 микрон, 5 миллионов метра. И вы можете видеть, что здесь много зерен размером меньше половины микрона. Представляете, насколько они крошечные? Это зерна оливина. Для сравнения, в даже самой скрытокристаллической глинистой земной породе вы не найдете частиц столь мелкого размера. Глинистые частицы по сравнению с частицами матриц хондритов просто гиганты. То, что действительно самое замечательное в хондритах, так это материал, который они содержат. Это, конечно, не является материалом терракотовых солдат. Но в матричный материал могут входить и глинистые минералы, которые, кстати, участвуют в образовании терракота. А это значит, что они могут содержать воду. Чрезвычайно интересно, что некоторые хондритовые метеориты содержат до 15% воды. Это практически шарики грязи. И мы думаем, что такая вода произошла из астероидного льда, который таял, образуя обводненные ореолы вокруг зерен оливина. А оливину не очень-то нравится соприкасаться с водой, он трансформируется в глинистые минералы. В воду мог входить органический материал. Это, конечно, не уголь, но соединение углеводородов, аминокислот и даже сахаров. В этом супермикрозернистом материале присутствуют органические молекулы. Теперь, конечно, многие из нас будут искать связь органического вещества с жизнью. Мы знаем, что уголь образуется из углерода, связанного с болотными растениями. Но данная органика не имеет никакого отношения к этому. Потому что имеется другой способ произвести все эти органические молекулы в глубинах космоса. Там существуют гигантские молекулярные облака пыли и газа, которые содержат много органических веществ.
У нас в них есть мелкие пылевые зерна, на которых органические вещества конденсируются как органический лед, а затем органический лед облучается светом излучения от звезд. И как только звезды начинают облучать зерна, содержащие органику, происходят всевозможные странные химические реакции, создающие действительно большие и сложные молекулы. Таким образом, космическая геология изучает и такие странные породы, состоящие из минеральных зерен, сформированных в огромных газопылевых облаках, парящих в космосе. И особенно интересная вещь – это присутствие органических веществ и воды в этих примитивных метеоритах. Является ли это способом доставки воды и органических веществ на раннюю Землю? Мы знаем, что строительство полной планеты – это очень жаркая работа во времени. Очень сложно построить планету достаточно быстро, не расплавив ее. Но как только вы начнете ее плавить, вы потеряете все эти органические вещества и потеряете воду. Доставка органики и воды во время поздней тяжелой бомбардировки сейчас считается превосходным объяснением того, как Земля получила свои океаны и много органического вещества, включая аминокислоты. Мы говорили о космическом веществе в виде метеоритов. Но существует еще космическое вещество, которое попадает в нашу атмосферу в виде частиц пыли, космической пыли. Я хочу поговорить об этом, потому что это моя текущая область исследования. Каждый год около 40 тысяч тонн космической пыли из космоса попадает в нашу атмосферу. Это огромное количество частиц. Таким образом, в этой аудитории тоже есть космическая пыль. Даже на вашей одежде многих из вас можно найти космическую пыль. Большинство из этих частиц на самом деле выглядят как астероидные мелкие кусочки. Как если бы вы взяли метеорит, разбили его молотком в порошок, и этот порошок выглядел бы, действительно, как космическая пыль. Но среди этой пыли есть очень редкие частицы. Они очень пористые, содержат кристаллы оливина и пироксена, застрявшие в матрице органического клея. И это очень похоже на описание комет. Поэтому астрономы считают, что источник этого материала – кометы. Кометы производят огромное количество пыли. Когда кометы нагреваются на Солнце, лед превращается в газ. А газ истекает из комет, прихватывая кометные пылинки. Поэтому мы можем фактически использовать частицы космической пыли для изучения комет. Заметьте, практически невозможно получить кометное вещество через метеориты, так как кометы очень хрупкие. Их пролет через атмосферу – это все равно, что бросить мешок сахара в воду. Мне лично очень нравится космическая пыль. С ней происходит, вероятно, один из самых быстрых геологических процессов на Земле. Когда космические пылинки попадают в верхнюю атмосферу, у них скорость не меньше 11 км в секунду. Падая вниз, по мере как атмосфера становится плотной, частицы быстро разогреваются и плавятся с кипением. На слайде вы это видите, как неправильные частицы превращаются в милую маленькую сферу, проходя через стадии плавления и дегазации. Этот процесс занимает менее 10 секунд. Поэтому мне нравится думать об этом, как о наиболее быстром породообразующем процессе на Земле. Возможно, самая интересная часть метеоритов и космической пыли – вот эти маленькие крошечные зерна, которые имеют очень необычные составы и минералогию. Эти зерна состоят из таких минералов, как карбид кремния, есть крошечные маленькие алмазы и корунд. Самое интересное для этих зерен – это то, что их изотопный состав разительно отличается от изотопного состава нашей Солнечной системы. Не существует способов получить такие изотопные составы в нашей Солнечной системе. Поэтому единственный способ их образовать – поместить их в место куда-то за пределы Солнечной системы, где такие составы могут образовываться. Одно из таких мест, где можно получить такой изотопный состав, это звезды-гиганты. В таких звездах такие изотопы производятся в их ядрах. Это новообразованное вещество ядра звезды, посредством конвекции, достигает внешней оболочки звезды. На поздней стадии развития идет асимптотический рост звезды, звезда быстро превращается в красный гигант. Такие звезды начинают пульсировать, при этом они теряют очень много газа. Представьте эти газовые струи, вытекающие из звезды, которые содержат кремний и углерод. И когда вещество таких струй начинает конденсироваться, образуются крошечные прочные минеральные зерна. Таким образом, в атмосферах гигантских звезд образуется горная порода. И этот геологический процесс происходит в атмосфере звезды. Геологический процесс происходит и когда звезды умирают. Когда у таких больших звезд заканчивается термоядерное топливо, они коллапсируют вовнутрь себя за счет гравитации. В результате гигантского сжатия образуется сверхновая. В этой сверхновой создается большинство самых тяжелых элементов тяжелее железа. И в этих выброшенных струях газ конденсируется, создавая минеральные зерна. И мы обнаружили, что такие минеральные зерна, образованные сверхновой, мы можем найти в космическом веществе. И поэтому мы должны сказать, что геология действительно сильно изменилась. Мы должны внести коррективы в определение геологии.
Геология предназначена не только для изучения Земли. Геология — это еще наука, изучающая планеты, астероиды, кометы и даже эту звездную пыль гигантских молекулярных облаков, звезд и сверхновых. Получается довольно длинное определение. Так что проще сказать, что геология — это изучение всего чего-либо во Вселенной с каменным веществом. У нас осталась только одна проблема, которую мы можем легко решить. Это переназвать наше научное геологическое общество Лондона в камнеологическое общество. Спасибо за внимание.